Ваши ножи не режут и требуют заточки, но вы не знаете, как это сделать быстро, качественно и легко. Муж разводит руками и говорит, мне не надо чем точить. Данное видео для вас. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. В предыдущем видео было уйма комментариев, в которых говорилось: а ты попробуй наточи нержавеющую сталь, а ты попробуй наточи плохой нож, а ты попробуй то, а ты попробуй все. А я попробую. Сегодня на нашем обзоре вот такой вот недорогой обычный нож с обычной заточкой, которой уже в принципе нету. То есть он уже совершенно тупой практически. Сегодня мы его и будем с вами затачивать. Обычная нержавейка, вот он гнется весь, вот такой вот ножик, не очень-то дорогой. В данной точильной системе очень важно, чтобы режущая кромка ножа была параллельно вот этой вот крепежной планке. То есть, если вы поставите нож, допустим, вот так, и будете точить каким-либо камнем, то одна сторона камня будет съедаться, а вторая доставать даже до кромки не будет. Соответственно, для начала идеально параллельно выставляем кромку и планку. Еще раз убеждаемся в том, что кромка и планка у нас параллельны, и окончательно вот таким вот ключиком затягиваем все. Все, нож установили, подтягиваем все винтики, гаечки, болтики, соответственно, чтобы у нас ничего нигде не гуляло. И пока мы с вами все это устанавливали, наши камни лежали и замачивались. Кстати сказать, кому интересно, данную точилку покупал на Яндекс.Маркете, ссылочки оставлю в описании. Переходи, посмотри. Все, начинаем с обычного 240 камня, как обычно. Обычный алмазник 240. Я это показывал уже миллион раз, как это все делать правильно. Но сегодня мы просто попробуем заточить нож из дешевой, неблагородной, так сказать, стали до бритвенной остроты. Все, как обычно, 240 камнем мы с вами делаем правильный, нужный нам угол. В данном случае я выставил 24 градуса, то есть итого 12 на сторону. Все, перетачиваем в заводскую заточку под нужный нам угол. Вот такую вот кромку мы с вами получаем после 240 камня на ноже из нержавеющей стали. Это обычная нержавейка. И кромочка у нас получается довольно-таки рваная, посмотрите. Очень много царапин и так далее. Сейчас мы эту кромку пройдем 600 камнем и посмотрим разницу. Все, 600 прошли, смотрим, что у нас получилось. Вот такая вот риска получается после 600 камня, посмотрите. Чисто не точит, то есть в любом случае кромка вся рваная и царапанная. Все, установил тысячник, сейчас тысячником попробую сбить всю риску, все царапины и выровнять кромку, как это и положено. Постепенно проходим всю кромочку тысячным камнем. Все, последние штрихи тысячником проводим вот так вот сверху вниз, аккуратно, сверху вниз, сверху вниз. Вот так вот переставляя на один камушек, грубо говоря. Раз, 2, 3. Посмотрите, после тысячника кромочка в каком состоянии находится. Царапин уже практически нет. Риски, так сказать, тоже нет. Кромка уже в идеальном состоянии для дальнейшей полировки и заточки. Посмотрите, как красиво. Все, первыми тремя камушками мы отработали 240, 600 и 1000. Далее идут основная артиллерия. Следом мы с вами будем использовать камень 3000 рубин. Вот такой вот, он уже напитался водой. Соответственно, данный камень чуть-чуть шире, чуть-чуть выше, чем предыдущие, да? По сравнению с 240, допустим, на пару миллиметров этот камень шире. Что мы можем сделать? Точнее, что мы должны сделать? То откручиваем и добавляем чуть-чуть угла. Вот таким вот образом. Пару градусов добавили. И, соответственно, смотрим, как наш камешек лежит. Все, красим кромку. Мы с вами видим, что камень не берет по всей кромке. То есть, слишком большой угол мы взяли. И делаем чуть-чуть ниже. Опять красим кромку и пробуем. Берет практически всю кромочку. И еще на миллиметрик, на полмиллиметрика прям вниз. Тем самым мы с вами настроили нашу заточную систему под прежний угол, который задали мы с вами до этого. Металл на ноже мягкий, точится гораздо легче, чем, допустим, предыдущие ножи, которые мы с вами точили. Ну вот, дорогие друзья, после 3000 камня посмотрите, какую кромку мы с вами имеем.
Вот так, дорогие друзья, выглядит кромка уже после 6000-го камня. Вот такая вот ровненькая, практически без глубоких царапин. Все, поставили последний камень, 10-тысячный изумруд, агат. Доводим 10-тысячником до кондиции, а дальше уже пойдет паста Гоя. Ну вот, дорогие друзья, вот так выглядит кромка после 10-тысячного камня на ноже из нержавейки. Все, нанесу немного пасты. Кстати сказать, видел такой лайфхак, когда на пасту Гоя капают ВДшку. У нас не ВДшка, у нас смазка силиконовая. Сейчас также попробуем. Какого-то вау-эффекта я, конечно, от масла не наблюдаю. Разницы особо нет. Единственное, что пыль не летит от пасты Гоя и от сухой кожи. Все, с одной стороны пастой Гоя прошлись. Посмотрите. Вот такая вот идеальная режущая кромка. Но, тем не менее, все равно не получается вывести ее в зеркало, да? Все равно какая-то полуматовая остается. Ну вот и все. Сейчас моем нож и пробуем, тестируем, что у нас из этого получилось. Ну и как водится, давайте проверим на бумаге. Соответственно, нож у нас полностью режет. И вот так вот пробуем ей. То есть губку, все это мы можем порезать без проблем. То есть вот. Нож очень острый. Попробуйте своим кухонным ножом вот так вот, без надавливания, порезать какую-нибудь губку. Да? Навряд ли это у вас получится. Данный нож тоже бреет. Посмотрите, вот это прекрасно видно. И отскакивает волос от него хорошо. Но, тем не менее, заточка данного ножа мне совершенно не нравится. Ножи из нормальной благородной стали точатся в разы лучше. И держат острие в разы лучше. Вот, посмотрите, волос мы, грубо говоря, с вами можем побрить. Волос порезать пополам. Все. И вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Сделаем заключение. Кто часто готовит и хочет пользоваться хорошим инструментом, и для кого важен хороший инструмент и кайфовая, так сказать, заточка, тому я данные ножи не советую. То есть дешевые ножи из обычной нержавейки никакого удовольствия при готовке, при заточке вам не принесут. Используйте хорошие ножи, допустим, Самура, Ламинарик, либо Ладомир, допустим, либо кованые ножи из дамасской стали. Данные ножи из нержавейки совершенно не годятся для хорошей заточки. И заточить их, конечно же, можно до бритвенной остроты, но я не думаю, что эта заточка будет держаться долго и эффективно. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. А все ссылочки на данные приспособления, заточные системы, камни и ножи я оставлю в описании. Пока!